если мы откроем, например, NASDAQ, да, там, или вот золото слева, я вижу все уровни. Вот я так сделаю, я вижу все ключевые уровни, ну, красные, да, это зона сопротивления, зеленые поддержки. Эти уровни строятся абсолютно по-разному. Вот, например, прямоугольники вот эти вот, ну, небольшие, это уровни, построенные с 5-минутного таймфрейма. Я торгую на М1, да, они построены с 5-минутного графика автоматически. Это первая группа уровней. Потом мы видим вот эти отрезки. Вот я сейчас сделаю чуть пошире. Вот так, видите? RS, S1, S2, S3, вот этот диапазон, видите? Это уровни Range Trader. Они строятся на основе определенного промежутка времени до начала моей торговой сессии, и уже от этого промежутка, да, мы отступаем определенные границы, оттуда формируются вот эти дополнительные уровни наверх и вниз. И третья группа уровней – это максимум, минимум и цена закрытия предыдущего дня. Вот здесь мы видим H, C, L, да, L это low, то есть минимум вчерашнего дня, C close закрытие вчерашнего дня, и high, да, это максимум, аж максимум дня. Вот три группы уровней, которые я использую в своем трейдинге, и все, что мне нужно, это стараться торговать и принимать решения возле этих уровней. Вот моя простая задача. Если этих уровней нет, например, рынок там взлетел куда-то или обвалился, и не на что обратить внимание, хотя такое бывает редко, то да, я могу перейти там, может быть, на daily график, чтобы посмотреть, где структура. А оценивать тренд, куда идет поток, именно на старших таймфреймах, на часах, я это не делаю. Я не говорю о том, что это не надо делать, там, или это правильно, или это неправильно. Нет, абсолютно. Каждый торгует так, как торгует, если это прибыльно, никаких проблем нет. Для меня, наоборот, оценка различных таймфреймов, особенно когда я на минутке, и мне нужно принимать решение здесь сейчас, пока я там посмотрел, а там медвежий тренд, часовой падает, 5-минутный падает, а минутный растет, и у меня есть сигнал, что мне делать? Ведь тренды рождаются с малых таймфреймов, и мы порой можем видеть первые изменения тренда на минутке условно, да, а потом 5-минутка подхватит, а потом часовой подхватит и так далее. Вот. Но, тем не менее, я стараюсь снизить аналитическую вот эту лабуду, да, вокруг своих решений. Что будет, кто пойдет куда, откуда упадет, зачем пойдет, почему. Вот эти вот вопросы, это не вопросы трейдера. Да. Вопрос трейдера, первое, что ты видишь на графике, какая информация на графике. А в первую очередь это ключевые уровни. Я вот с трейдерами много во вторник, в среду, в четверг, вот мы когда встречаемся, разбирал важность уровней, мы смотрели на сигналы, как работает вокруг уровней, торговали и так далее. Но в целом, да, если вы просто будете смотреть на ключевые уровни, неважно какие, которые там построены со старших таймфреймов, там, даже до максимума, минимума закрытия предыдущего дня и принимать решения вокруг этих зон, то ваш трейдинг значительно станет чище. То есть меньше будет вот этих вот лишних постоянных дерганий, действий. Да и трейдер – это человек, который должен обладать колоссальным терпением. То есть если ты интрадейщик, а кто совсем новенький, интрадей трейдинг – это когда ты пришел как, да, там, на работу, 2 часа отработал, 3 и ушел, все, и больше ты не смотришь на график. Имеется в виду, ты не торгуешь больше в этот день. Да, ты можешь сидеть интрадей весь день, без проблем, но в основном, да, трейдер торгует 2-3 часа и потом все. Кто-то даже меньше торгует. Есть, который торгует 1,5, все, он отработал сегодня, ушел по делам, и больше не касается трейдинга. Тут, на мой взгляд, нужно найти какое-то свое место, да, свою нишу в этом деле. Может быть, не минутки, а 5-минутки. Может быть, не 2 часа, 5 часов трейдер будет сидеть. Ну, в целом, большинству трейдеров подходит 2-3 часа, утро, да, имеется в виду утро, когда открывается сессия, да, если это Америка, это 4:30, 4 Москвы, по Москве. Если это Европа, ну, с 10 до 12 утра Москвы. Первые 2 часа, когда движ обычно, вот сейчас мы видим, рынки открылись, начинается движение, и это тот момент, когда ты можешь сделать деньги. Один из важнейших параметров интрадей трейдинга – не увлекаться аналитической информацией в плане анализа рынка. Именно анализ как анализ. То есть анализ там, типа,
ты прогнозируешь, куда цена пойдет. На минутке не то, что это не работает, но так быстро все меняется, что ты пока по одно запланировал, уже все рынок все сломал твой вот этот план твой, да, и все. Поэтому проще всего принимать решения фактически. Вот когда ты на графике видишь, да, то есть первый ключевой вопрос это что я вижу на графике. Это. Если я это вижу, то что это для меня означает? Да? Какому действию меня побуждает, да, допустим, та или иная информация на графике? К покупке либо к продаже. Могу ли я это постоянно исполнять? У нас, похоже, есть sell-сигнал по золоту. Да. Готовлюсь продать золото. Он такой ниоткуда. Из ниоткуда. Такой необузданный. Есть шорт-сигнал, нажимаю sell золото. Не совсем он идеальный технически, конечно. А мой стоп, видите, немного ниже уровня, 1942. Сейчас мы разберем этот сигнал, не переживайте. Просто пока что-то вам буду рассказывать, порой будут вот такие истории появляться резко. Это мой SS5. Давайте небольшое вступление. SS что такое? Это одна из моделей мышления, которые я использую. SS, ну давайте не так, не SS5, а просто SS. SS сила сигнала. Сила сигнала. Да. То есть, когда я вхожу в рынок, я использую последовательность. Да? Иначе говоря, сила сигнала. Последовательность – это то количество сигналов подряд, которые указывают в одно направление. Например, на sell. Да, вот здесь. Да? И каждая SS обозначается SS1, SS2, SS3 и так далее. То есть, что я должен увидеть первым? Иначе говоря, первое условие на вход в рынок, второе условие, третье, четвертое и так далее. Вот здесь, например, что я вижу? Пробой уровня, да? Сила сигнала номер 1. Вот здесь цена пробил уровень, да или нет? Да, абсолютно. Сила сигнала номер 1. Вот этот зеленый отрезок, да? Тренд-фильтр красный. Сила сигнала номер 2. Бары черные свечи. Сила сигнала номер 3. Вот эти три условия, они поддаются, ну, какой-то другой интерпретации. Да или нет? Нет, абсолютно. Здесь мы пробили? Да. Тренд-фильтр красный? Да. Бары черные? Да. Потом следующее условие. Я здесь не дописал, да, то, что SS3, это SS4 сейчас будет и SS5. SS4 это после того, как мы пробили уровень, я жду первые две свечи, которые закроются выше максимум предыдущих свечей. Вот здесь закрылись выше. Да. Эта свеча закрылась выше этой свечи. Да. Это SS4. И ключевым пятым условием будет первая, более низкая цена закрытия. Да, то есть закрытие телом ниже минимум предыдущей свечи. Это образует SS5 sell. Вот NASDAQ тоже обвалился, но здесь, вот если вы посмотрите, мы же пробили уровень, да, и никаких сигналов здесь не было. Никаких сигналов. Поэтому никаких вопросов не должно быть у трейдера. Там, ой, можно было здесь продать, или я мог бы здесь войти. Это пустой внутренний диалог. Диалог ущербного трейдера. Да. Это каждый дурачок может так делать. Я мог бы так сделать. Я так раньше делал, правда. Да. Ой, блин, чего же я здесь не вошел? Ах, это можно было так. Ну, отстой, короче, полный, да. Ну, я хорошо помню эти ситуации своей торговли. Если ты принял решение, ну, какие проблемы? Если у тебя есть решение на ранний выход из позиции, например, да, вот я использую ранний выход из позиции. Вот если сейчас золото уйдет за мой уровень, иначе говоря, за вот эту пачку, да, уровня, видите, здесь уровень со старшего таймфрейма, я навел мышкой, 1947 за тройскую, 5-минутный. Видите, здесь C, close, закрытие вчерашнего дня, и вот еще один уровень. То есть мы пробили сейчас целую такую кучку уровней поддержки. Если рынок не видит этот пробой, скажем так, да, или этот пробой нерабочий, или что угодно, то при обратном уходе за этот уровень, вот сюда, я просто выхожу из сделки и экономлю 50% своих денег. Да, в данном случае это 15 пунктов. У меня стоп 30. 30 пунктов по золоту стоп. Да. Я экономлю в 2 раза деньги. Это все.
Потому что в хороших сделках мы обычно не возвращаемся за уровень. Особенно за такую кучку уровней. Посмотрите, структура, структура, структура. Вот и все. И ты просто сидишь и ждешь. Если так, то так. Если так, то так. То есть ты мыслишь именно таким образом, последовательно. И когда входишь, и когда выходишь. Я закрою все позиции сейчас. Close all. Сейчас объясню почему. Потому что у меня появился белый бар. Если бар будет черный, я в любом случае войду на sell. Всего в торговых 6 сигналов. 6 сигналов. Да, и когда они пересекаются, вот, например, у меня был здесь sell сигнал, а потом я увидел белый бар, который немножко противоречит моей позиции, я могу выйти и в любом случае зайти, если бары снова перекрасятся на черный, это уже будет другой сигнал. То есть они могут друг друга заменять, да, или поддерживать наоборот. И особенно важны первые час-полтора открытия. Это лучшее время для того, чтобы делать деньги интрадей. Но еще раз, ты не будешь делать деньги каждый день. Это невозможно. Будут дни провальные. Но чтобы они были очень провальными, да, тебе нужно контролировать риски. Как вариант выходить раньше из сделки, либо как вариант иметь максимум, да, который ты можешь потерять в течение дня. В данном случае это может быть 2%, 1%. Потерял, остановись, завтра придешь, с другой головой будешь торговать. Не пытайся бороться с этим или сопротивляться, если на рынке нет условий для этого. Ну, а даже если есть, ты можешь не торговать дальше, достигнув определенной величины просадки. И просадок невозможно избежать, это самая большая иллюзия. Если вы думаете, вы будете делать деньги каждый 12 месяцев в году, это маловероятно. Это не будет происходить при хоть самой лучшей методологии, потому что у любой стратегии, системы есть, как и то, что для чего они создаются, для того, чтобы делать деньги, но также будут периоды, когда просадки. Вот пока это в голове некоторые трейдеры не могут это принять просто. И они реагируют очень трепетно, так бурно на лоссы. Это нормально абсолютно. Если трейдер так реагирует, ему надо идти в другое место. Не надо ему в трейдингом заниматься. Потому что у него есть хорошая составляющая, но и болезненная тоже есть. Когда ты не делаешь деньги, да, в течение дня или недели. Вопрос, когда ты не делаешь, да, какой у тебя убыток, а когда ты делаешь, какой у тебя профит. Просто делай больше в профитных днях, и все. Очень хороший у меня есть помощник. Это алерты. Это где все мои сигналы отображаются. То есть я слышу, я вижу сигнал. Это очень важно, что не просто есть сигнал, а я вижу какой-то сигнал. Я слышу уведомление о появлении сигнала. Я вижу, где этот сигнал, возле уровня или нет. На sell он или на buy он. Если я вижу TC sell сигнал, то это только в одну сторону можем интерпретировать, что это сигнал на продажу. Дальше я задаюсь вопросом, где этот сигнал? Возле уровня? Да, абсолютно. Но еще один очень важный, вот я смотрю вниз на тренд-фильтр. Какой тренд-фильтр? Зеленый. Да, во флете мы видим, он очень быстро меняется. Но если я не торгую против тренд-фильтра, то я не принимаю этот sell-сигнал. Да. В данном случае тренд-фильтр зеленый, а у меня сигнал на sell. Очень важно. Нет проблемы здесь продать еще раз. Очень важно, что ты торгуешь. Да. Это единственный способ в меньшей степени сожалеть о своих действиях и решениях. Если ты знаешь, что ты торгуешь, нежели торговать. Ну, вот, ну можно здесь вопрос. Ну, такая хорошая сделка, какой уровень. С маленьким риском. Стоп, короткий поставь. Поэтому мой совет, простой вам совет. Не придавайте важность вообще никакому сигналу, событию, в том смысле, что ой, туда пойдет. Ой, этот туда сигнал. То есть вы просто привязываетесь эмоционально, да, настраиваете себя на то, что так произойдет.
И ищите сигналы в направлении этого. Можно просто потерять из виду то, что прямо перед носом происходит. Можно жить вот этим своим каким-то ожиданием, да, чего-то, или же все-таки видеть сигнал на графике и принимать решение. Это намного проще. Тут ты просто сидишь, смотришь на график. Ты не ожидаешь ничего от него. Ты не ожидаешь туда, куда пойдет цена. Ты просто имеешь сигналы, которые ты тестировал, да, и просто описываешь картинку, которую ты видишь на графике. Если она совпадает с той, которая тебе нужна, ты принимаешь решение. Все. Эта картинка всегда одинаковая. Всегда. Решение возле уровней. В моем случае это все визуально продиктованный сигнал. Бар белый, либо черный. Тренд-фильтр зеленый, либо красный. Стрелочный, либо нет стрелочного. Да, что еще? Pullback buy, вот это новые сигналы на покупку из новой системы. Либо есть эти сигналы, либо их нет. Да. Что еще? Ну, уровни, понятно, либо он есть, либо нет. Ну, что касается управления стоп-лосса, тейк-профита, вот для этого есть машина, робот, который все рассчитывает. Я нажимаю кнопку, и пошла сделка в оборот. Ага, давайте NASDAQ смотреть, черный бар. Я готовлюсь продать NASDAQ, это интересно. Даже намного интереснее, чем нефть. Мы пробили уровень. Тренд-фильтр, бары. Пробой уровня, тренд-фильтр, бары. Иначе говоря, пробой уровня, сила сигнал номер 1. Тренд-фильтр красный, сила сигнал номер 2. Чередование свечей с черных на белый и обратно на черный. Кластер 3 sell. 3 условия, которые невозможно интерпретировать иначе sell. Мой стоп 11.107. Точнее, вру 11. Вот он здесь спрятался за этой линией. 11.111 практически. Мой первый тейк 11.50. И второй тейк 11. Ну, по-хорошему надо поставить 11 еще ровно. Как раз на мой уровень и круглую цифру. Но давайте не будем спешить. Еще рано об этом думать. У нас есть, посмотрите, если я торгую против тренд-фильтра, да, то есть он у меня зеленый, я торгую на sell, это идеальный шорт-сигнал по золоту. Посмотрите сюда. Просто идеально. Тест уровня, стрелочный, паттерн. Это не то, что идеально. Это, наверное, то, как самый лучший сигнал может выглядеть на отбой от уровня. Да. Но опять же таки, да, дело не в том, лучший сигнал, не лучший, потому что вот я сейчас придаю ему значение, да. Да, и сейчас бум, наверх пойдет, и такой... То есть у вас будет очень большое разочарование от сигналов каких-то, которым вы слишком большое значение придаете. То есть если вы возвышаете их в голове у себя, то когда они не работают, вы просто расстраиваетесь, и потом не принимаете их, не торгуете эти сигналы. А они отрабатывают где-то без вас там. А вы смотрите, думаете, блин, сегодня 2 лосса. Да, один небольшой, вот такой, здесь по голд. Это 8 пунктов. Полный лосс. Это где-то 27 пунктов. Минус 27, 2 позиции открываются. Минус 27, минус 27, минус 8, минус 8. Потом посчитаем в конце. Потом посчитаем. Я куплю золото, если сейчас будет белый бар. Тренд-фильтр. Посмотрите сюда. Тренд-фильтр зеленый. Бар белый. Пробой уровня. Buy. Нажимаю buy по золоту. Мой тейк, видите, стоит немножко за... Давайте вот это уберем. Это тоже SS3, сила сигнала 3, кластер 3 buy. Сейчас, упс, не то убрал. Ага. Обновим. Видите, где мой тейк стоит? 1955. Точнее, вру, 1956 нужно поставить чуть ниже, вот сюда, на этот уровень range. Да, либо закрыть здесь, когда цена подойдет. Очень важно трейдеру уметь абстрагироваться от текущей ситуации на его счете. Это, на мой взгляд, ключевое отличие между лузером и виннером. То есть, кто побеждает, кто проигрывает. Вообще в целом. Да? То есть торгуй дальше свой сигнал, свои сигналы.
Бывают такие дни сумасшедшие по профитам. Ты порой смотришь, вот у нас на этой неделе был, помню, то ли вторник, то ли среда, все шпарило подряд. Мы с трейдерами, возможно, из того, где я заходил, да, сколько возможно было, денег собрали. И против тренда, и по тренду, если вы участник чата. Но бывают дни, ты вроде все делаешь то же самое, а пшик, да, и выхлоп никакой. И это абсолютно нормально. Да. Так, ну что, может быть, мы с вами снова заселим. Главное не зассать, да, а заселить. Потому что черный бар, тренд фильтр красный. Еще один шанс продать NASDAQ. Вот такой трейдер продал здесь, получил лосс, здесь боится и потом цена валится. То есть ты даешь себе шанс заработать, скажем так. Статистически ты будешь делать деньги, если постоянно будешь исполнять, торговать по этому сигналу. Да, условия могут быть немного разными, да, по этому сигналу. Где-то они лучше, где-то они хуже. Но я снова вижу черный бар sell. Еще по золоту мы видим симметрию. Я в последнее время практически не использую симметричный анализ. Он отличный, он шикарный, но он субъективный. То есть на усмотрение. Да, ну, старая привычка дает о себе знать. 1955. Вот эта область взятия первого тейка. Если вдруг рынок полетит наверх, здесь надо брать деньги первые, и дальше будет работать трейдинг стоп. NASDAQ тоже пытается ползти, да. Тихо-тихо. Давайте посчитаем, да? Просто такой в пунктах подсчет. В пунктах будем считать. 27 минус 27. 0 будет тогда. Да. Минус 27. 27. И минус 8, минус 8. Минус 70 пунктов у нас сейчас. Начало пятницы. Это сегодняшняя пятница отличается от всех предыдущих пятниц. Ну вот последних 5 пятниц, наверное. Потому что вот та пятница, в которой мы торговали с вами, $300, да, там еще одну пятницу, тоже 300 где-то. Знаете, 7 пятниц на неделе. Пятница на пятницу не приходится, но 70 пунктов не так страшно. Да, 2 профита нужно получить. Посмотрим, что нам сегодня рынок нарисует. NASDAQ пришел к нашему первому тейку. Мы взяли плюс 37 пунктов. Сейчас начнет работать трейлинг стоп после закрытия вот этой свечи, которая тестирует мою поддержку. Золото висит, пока, видите, ничего нет здесь. Можно взять все деньги здесь, да, по NASDAQ. Почему нет? Если мы здесь продали, цена практически не шла против нас, и уже 50 пунктов. То есть это как раз плюс 50, и мы все, и мы в плюсе с вами сегодня. Да? Видите, как быстренько. Казалось бы, ой, там 2 лосса, один полный, а второй лосс, там, да, небольшой, но тоже двойной. У нас минус 33 сейчас баланс. Если мы сейчас закрываем здесь, получаем плюс 55. Итого у нас сколько? У нас 20 с копейками пункта баланс. Плюс. Все, за один трейд. Опять-таки, это не каждый день так бывает в плане. Там, если день, не пошел как-то, и он может так и пойти, может быть, бум, и все. Мы уже залокировались в плюсе. Не сказать, что прям очень много. Ну, на уровне первой позиции. У нас первый тейк был как раз здесь. 37, да, пунктов. Да, первый тейк 37 пунктов. И мы уже проходили в плюс 80 пунктов. Золото ползет к нашему тейку. Да, посмотрите, помаленьку. Позиция без убытки. Мы купили, мы уже имеем 22 пункта профита. Мы можем взять часть здесь денег. Да, например, нажать закрыть часть позиции. Мы подходим к очень важной структуре. Внимание налево.
Мы сегодня здесь были уже, кстати, как рынок отвалился отсюда. И остаемся во второй половине. Здесь мы сделали еще плюс 22 пункта. Записываем. Записываем. Плюс 22. Итого минус 11. У нас сейчас на счете. Минус 11 пунктов. А по золоту сегодня нет такой большой волатильности, которую мы наблюдали некоторое время назад. У нас так хороший, эти дни двигается здорово. NASDAQ подходит к важной зоне поддержки. Мы можем с вами взять 90 пунктов практически по NASDAQ. Давайте смотреть, следить за этим баром. Я забираю все деньги по NASDAQ. Это еще плюс 85 пунктов. Плюс 85, итого мы в плюс 74, 740. У нас остается небольшая часть позиций по золоту. И в принципе мы скоро будем заканчивать. Сегодня планирую пораньше закончить трейдинг. Да. Так что у нас есть минут 10 еще. Добавить денег. Прошло только... Мы вышли в эфир где-то без 15, без 20... Ну, час с небольшим только прошел, а мы уже в плюс 74 пункта. Либо 740. Да. В данном случае, если мы торгуем объемами в один лот, это $740. Хотя начинали с минус... Сколько у нас было? Минус 27, минус 27, минус 8, минус 8. Потом плюс 37, плюс 22, плюс 85. Ну, отнимем отсюда еще 5 пунктов, 70 округлим. Да, если один лот $700. Хотя начинали условно около минус $700. Да? Первые две сделки. Такое бывает постоянно. Да? Ну, как вру, постоянно так не бывает. Бывают дни, когда ты начинаешь, прям вот вошел, да, в ритм рынка. Это бывают дни, все двигается, ты такой только успеваешь провожать. Ну, как-то вот не вошел в поток, да. В моем случае, так как я играю очень много лет в теннис, не чувствуешь мяч. Вот бывает, ты вроде приходишь, ну, все, настроенный на игру, там, выиграть матч, там, ну, или просто хорошо сыграть, там, я не знаю. И как-то вот бьешь, и что-то все по воробьям, да, в сетку, в аут, ты не чувствуешь мяч, не можешь поймать, а потом в какой-то момент опять ловишь этот ритм. Да, вот то же самое в трейдинге. Я порой прихожу на рынок, как-то все ходит, а я что-то не успеваю везде, там отвлекся, тут тот позвонил, тут что-то... Это тоже очень важный момент. И причем мы это делаем все то же самое, вот один в один трейдеры в закрытом чате. Если вы участник, вы имеете вот возможность наблюдать это так же, как сейчас вы наблюдаете, только это там в записи, да, потом, в реальном времени. Каждый день, кроме, ну, с каждый день имеется в виду вторник, среда, четверг. Да, 2 часа мы торгуем, разбираем сделки, ищем сигналы. Это одно из, на мой взгляд, я вот постоянно об этом говорю, и, в принципе, мое мнение не изменилось, но не логично, да, что это одно из лучших мест для формирования вот здесь у вас навыков зарабатывающего трейдера. Это когда ты видишь, а вот что самое интересное, не просто как бы курс, да, и ты такой, ой, а здесь можно так сделать, здесь я могу купить, здесь можно продать, но здесь можно было так. Нет, конкретный сигнал ты видишь и принимаешь решение, сигнал принимаешь решение, сигнал принимаешь решение. Ты можешь это протестировать, в том смысле, что перейти на график, посмотреть, как это работало, или какие-то коррективы, потом, значит, исполнять на демке, потом на реал переходить, и вот таким образом формировать у себя
модель мышления прибыльного трейдера, который реагирует на то, что видит, а не то, что чувствует или хочет увидеть, или что-то еще. Хотя во мне тоже иногда включается тот самый аналитик, который все знает, куда пойдет, что будет. Так, ну что, мы готовимся заканчивать. Хорошая у нас сессия в целом, да, получилась. Даже выше моих ожиданий. 80 пунктов профита. Да, торговля в один лот с этим количеством пунктов — это 800 баксов. Да, и посмотрим, как начнется следующая неделя. Да, если вы хотите присоединиться, то ссылка под этим видео. Выбирайте вариант подключения, торгуйте, задавайте вопросы, участвуйте, да, совершенствуйте свои навыки. Ждем эту сделку и заканчиваем, уходим на выходные. Все, спасибо. Я принципиально не смотрел в камеру, потому что камера отвлекает внимание. Спасибо вам большое, что вы так просидели до конца. Надеюсь, получили некоторую пользу, да, от того, что увидели, услышали. Но не забывайте самое главное, это организация своего рабочего пространства. То есть конкретное время, когда вы приходите в одно и то же время, в одни и те же инструменты, одни и те же таймфреймы, один и тот же график, он должен выглядеть одинаково, чтобы вы к нему привыкали и реагировали одинаково на те сигналы, которые видите. Это самый быстрый, самый простой способ прийти к профиту. Все, пока. Лайки, комментарии, вопросы. Добро пожаловать. До свидания.